Здравствуйте, друзья! Я нахожусь в своем любимом Брянском лесу, и сегодня я вам покажу, каким удивительным способом я научился недавно разжигать костер. Многие думают, что я сейчас буду учить, как разжигать костер с помощью сухой бересты. Или, например, с помощью вот таких сосновых иголочек, которые, кстати, тоже очень хорошо горят. Но не в этот раз. Я вам сейчас покажу, друзья, как это делать по-современному. Технологии пришли и сюда. Значит, будем мы разжигать огонь с помощью вот такого агрегата. Это горелка. Для того, чтобы ее запустить, надо вуаля! Вся прелесть этой штуки в том, что с помощью нее можно поджечь любые дрова. Сухие, сырые, любого качества, в любом количестве. Костер потух, поджигаем. Только что сложили костер, поджигаем. Это может сделать и ребенок, и женщина. При соблюдении, конечно, безопасности каких-то определенных норм. Попробуем давайте, посмотрим, как это работает. Видите как? И дуть не надо, ничего не надо, просто полыхаем огнем внутрь. И самое главное, что так мы разжигаем костер экологически чисто и достаточно безопасно. Ведь многие знают, что еще можно разжечь костер, аккуратно, Вальтер. Можно разжечь костер с помощью бензина или горючей смеси. Ну, вы все видели эти ролики, когда люди сами вспыхивали вместе с костром, с этим, со своим. Кстати, с помощью этой штуки можно разжечь и угли, которые мы используем для шашлыков. Так что вот рекомендую. Вообще с помощью подобной горелки я на охоте опаливаю уток. Это удобно достаточно. Но находится применение и здесь. В принципе, каждый может такую штуку приобрести. Стоит она в сборе вся 500 рублей. Чуть меньше 100 баллон. И где-то около 300-400 горелка вот эта сама находится. В этом ценовом диапазоне. Так что, в принципе, очень удобная штука. Ну еще я вам скажу бонусом. Грибы пошли, ребята. С 12 июня в Брянске пошли грибы. Начались маслята. Чистенький. Очень хороший гриб. В Брянске пошли маслята. Ну вот, это первые масленки в нашем 17 году. Маленькие.